Всем привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. И совершенно неожиданно к нам приехала одна из моделей электросамокатов Kuga Kirin, о которых я рассказывала в прошлом ролике. Там я говорила о том, что вообще такое за бренд Kuga Kirin, и показала несколько их крутых моделей городских электросамокатов для детей и взрослых, о которых у нас в России почему-то не очень известно. Так что если не видели, переходите по ссылке и узнаете о Kuga много нового. И по забавной случайности, именно про этот самокат в прошлом ролике я говорила меньше всего. По своим основным характеристикам он очень похож на Kuga S1. Впрочем, он и называется Kuga S1 Pro. Хотя его версия, продающаяся в Европе, называлась Kuga Kirin S8 Pro. Впрочем, и у нас в инструкции к нему написано S8 Pro. Так что в некоторых магазинах или обзорах вы можете увидеть именно это название. Но это абсолютно один и тот же самокат, не удивляйтесь. Он имеет мотор мощностью 350 Вт, который расположен в заднем колесе. Максимальная скорость заявлена 28 км в час. Аккумулятор с напряжением 36 вольт, имеет емкость 6 ампер-часов. Производитель заявляет, что максимальная дальность пробега на одном заряде варьируется от 18 до 23 километров. И это, на мой взгляд, вполне реальные цифры. Но мы, конечно, не будем полагаться только на мое мнение, и, как всегда, устроим тест-драйв. Так что, если хотите узнать результаты, смотрите ролик до конца. А если вы хотите сами протестировать новую модель, то у вас есть такая возможность, если вы проживаете в Москве и Московской области. Просто приезжайте к нам в магазин. Ссылку на интернет-магазин со всеми контактами мы, как всегда, оставим в описании под этим видео. Колеса у Kirin S8 Pro диаметром 8 дюймов, не надувные, выполненные из мягкой литой резины с перфорацией, которая поглощает мелкие неровности дороги. Но помимо этого вашу поездку делают комфортнее еще и два пружинных амортизатора. Один встроен в рулевую рейку и спрятан под оранжевым пыльником. Кстати, видно, что амортизатор смазан, что для большинства самокатов не очень-то характерно. Второй располагается под декой у заднего колеса и закрыт металлической пластиной, чтобы по возможности уберечь его от попадания дорожной грязи и пыли. Оба амортизатора достаточно мягкие, и моего веса вполне хватает, чтобы заметить их работу. Дорожный просвет у самоката был бы 10 см, если бы подножка не выступала за нижний край деки. А так, расстояние от земли до подножки составляет около 8 см. Тормозная система стандартная для такого типа самокатов – электронный рекуперативный тормоз и механический ножной тормоз на заднем крыле. Эффективность электронного тормоза зависит от того, как он изначально настроен у каждой модели. И об этом я тоже обязательно расскажу после тест-драйва. Общая длина самоката 108 см. Он с легкостью помещается в пассажирский лифт. Рабочая поверхность деки при этом имеет достаточно большую длину – 48 см и 15 см в ширину. Покрыта дека резиновым противоскользящим покрытием. Весит самокат 14,5 кг, хотя в инструкции указаны какие-то нереальные 19 кг. И для более удобного хранения и перевозки самокат можно сложить. По сравнению с Kuga S1 складной механизм стал немного удобнее. Язычок стал больше и нажимать на него проще. После нажатия стойка руля легко складывается и в нижней точке автоматически фиксируется в сложенном положении. В таком виде самокат легко поднять, перенести и погрузить в багажник автомобиля. Чтобы разложить самокат, нужно также нажать на оранжевый язычок и вернуть рулевую стойку в вертикальное положение. Во время езды язычок лучше складывать, чтобы случайно не наступить на него ногой. Для того, чтобы он не откидывался на ходу, внутри стойки есть магнит, которым он и фиксируется. Сама рулевая стойка не складывается, и высота ее неизменна – 94 см от поверхности деки. Общая высота самоката при этом около 112 см. Людям с ростом выше 175 будет уже некомфортно, и для того, чтобы не было проблем с позвоночником, лучше присмотреться к другим моделям.
Рукоятки руля на этом самокате тоже не складываются. Управляется S8 Pro двумя классическими курками по обеим сторонам руля. Справа газ, слева тормоз. При нажатии на газ на цветном дисплее отображается то, с какой силой вы нажимаете. Также на дисплее отображается примерный заряд батареи и выбранный скоростной режим. Звонка на Kirin S1 Pro нет, и это минус. Включается он с помощью единственной кнопки под дисплеем. Она же при однократном нажатии во включенном состоянии переключает скоростной режим. При двойном нажатии включается освещение. Фара белого цвета спереди и красный габарит, встроенный в заднее крыло, который также выполняет роль стоп-сигнала, начиная мигать при нажатии на тормоз. Мне понравилось качество сборки самоката. Конструкция жесткая. В стойке руля есть специальная усиливающая пластина, чтобы минимизировать появление люфта. Провода все убраны, вообще ничего не торчит, не портит вид самоката и не мешает. Порт зарядки аккуратно спрятан в углубление в батарейном отсеке, чтобы на него не летела грязь от переднего колеса. Степень пылевлагозащиты у Kirin S8 Pro по стандарту IP54. И это, пожалуй, единственное, что мы сегодня не будем проверять. А чтобы рассказать обо всем остальном, поехали кататься! Я давно не ездила на Kuga S1. Да и у Kuga S1 Plus на последних версиях руль стали делать чуть выше. Так что, возможно, по сравнению с новыми самокатами, мое мнение будет не совсем объективным. Но по сравнению с теми самокатами, на которых я каталась раньше, этот самокат, то есть Kirin S1 Pro, едет намного комфортнее и приятнее, и круче управляется. Кстати, если хотите, то пишите в комментариях, и мы сделаем отдельный ролик со сравнением ощущений от этих трех самокатов S1, S1 Plus и Kirin S1 Pro. Но пока могу сказать, что едет он очень мягко, тихо и приятно. Мотор абсолютно бесшумный. По сравнению с ним, Xiaomi M365 Pro жужжал как реактивный самолет. S1 Pro очень плавно и очень приятно трогается при нажатии на курок газа. Да, конечно, торопыгам, которые любят мощные самокаты, может не понравиться такой плавный разгон. Но зато для новичков это самое то. Для тех, кто не очень хорошо умеет ездить, побаивается, и самое главное для детей, такая плавность очень даже подходит. Даже на третьей скорости и при резком нажатии на курок до самого упора самокат не будет резко дергаться, и не нужно будет со всей силы цепляться за руль. Сами по себе курки тут чуть удобнее расположены, и ход у них очень плавный и без залипаний. Поэтому и тормозить тоже, на мой взгляд, получается мягче, чем на предыдущих моделях. Ну и то, что мотор расположен в заднем колесе, тоже значительно уменьшает шанс перелететь через руль. Но на максимальной скорости при нажатии на тормоз все равно чувствуется небольшой толчок, поэтому стоит потренироваться тормозить плавно и аккуратно. И обязательно нужно учитывать то, что без помощи механического тормоза полностью остановить самокат не удастся. Kirin S1 Pro даже на скорости хорошо держит дорогу, едет ровно и легко управляется. На ровном асфальте вибрации не чувствуются, он будто плывет как по маслу. Максимальная скорость у самоката, как оказалось, абсолютно соответствует заявленной. Причем что с моим весом в 57 кг, что с весом нашего оператора почти 100 кг. Приложение с GPS показало одну и ту же цифру – 28 км в час. Правда, на бортовом компьютере при этом отображалось 30 км. Скорее всего, скорость ограничена у самоката программно, и его мотор на самом деле способен и на большее. Об этом говорит и то, что самокат, пусть и не без усилий, но все же смог въехать со мной в достаточно крутую горку. Там, где мы обычно тестируем более мощные самокаты, вроде Kuga M4 Pro или X1. Подвеска работает очень хорошо и поглощает множество различных неровностей, но она, конечно, не всесильна. В основном хуже справляется передний амортизатор.
и неровности больше ощущаешь руками на руле, особенно на тротуарной плитке. Я, кстати, специально сравнивала ощущения от Xiaomi без подвески и на надувных колесах и Kirin S8 Pro. И выводы примерно такие. Надувные колеса хорошо поглощают мелкие вибрации от плитки или от асфальта с гравием, но хуже справляются с различными ямками и плохо уложенным асфальтом. На такой дороге колеса смягчают самые резкие удары, они не так сильно отдают в руль или в ноги, но самокат пружинит, и едешь в итоге не ровнее, а как по американским горкам. А на S8 подвеска именно нивелирует неровность, делая ее практически незаметной. Но с мелкой вибрацией справиться она не способна. И тут всплыл один небольшой недостаток. Язычок складного механизма хоть и магнитится к стойке, но все равно слегка болтается, поэтому от вибрации он начинает позвякивать, и ощущения от этого не самые приятные. Когда я прижимала его носком кроссовка, самокат ехал уже абсолютно тихо. Возможно, достаточно будет просто сильнее затянуть болты. Или придется придумывать, как еще его можно зафиксировать. И еще один маленький минус заключается в том, что при выключении самокат не запоминает выбранный скоростной режим, и включая его, каждый раз приходится переключаться с первой на третью скорость. А кнопка расположена не в самом удобном месте, чтобы можно было нажимать ее на ходу. Хотя это, конечно, совершенно несущественный недостаток на фоне всех остальных достоинств самоката. Выступающая подножка хоть и вызывала некоторые опасения, но неудобств в итоге не доставила. Ни при проезде лежачих полицейских, ни на пандусах в переходах. Еще хотелось бы отметить длинную и удобную деку. Мелочь, но иногда напрягает, когда ты топчешься по своей же обуви. В целом, несмотря на слегка коротковатый руль, стоять на самокате комфортно, и ты не задумываешься о том, как бы встать поудобнее. И еще, я, кажется, никогда не обращала внимания на эту деталь, но тут почему-то заметила, что у S1 Pro реально приятные грипсы на руле. Проехать я на нем смогла ровно 20 километров, что очень даже неплохо для батареи 6 ампер-часов. И более чем достаточно для покатушек в городских условиях. Но остаток заряда батареи отображается на дисплее неравномерно. Всего у него 6 делений, и последние 3 исчезли буквально на глазах за 3-4 километра. В итоге возвращаться домой пришлось опять, толкаясь ножкой. Самокат, конечно, немного оправдывает тот факт, что последние 2 километра ему пришлось ехать в горку. Но сел он все равно очень внезапно. В итоге Kuga получил достойное пополнение своих рядов в лице Kuga Kirin S8 Pro или Kirin S1 Pro, кому как больше нравится. Он более чем соответствует заявленным характеристикам. Особых недостатков я у него не нашла, лишь пара несущественных минусов. По комфорту, управляемости, по ходовым качествам, во всем он показался мне чуть лучше своих ближайших собратьев. Вроде бы мелочь тут, мелочь там, но в итоге эти мелочи складываются и создают общую картину того, что на S1 Pro тебе ехать гораздо приятнее. Ставьте лайк этому видео, если согласны, что жизнь состоит из мелочей и не стоит ими пренебрегать. Ну, или пишите свое мнение в комментариях о жизни или о самокате. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых крутых новинок от Kuga. А с вами была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!